Ребята, всем привет! Сегодня, короче, принесли на ремонт блок управления двигателем от автомобиля Mitsubishi Lancer 9. Вот, то есть произошло замыкание в проводке моторной, и у него после этого отвалились две катушки, пропала искра. Вот, и как бы сейчас будем вот показывать их типовую. Очень часто от любого пчиха там вылетают эти катушки. Вот, блок у нас вот такой. Я тут уже его вскрыл, подготовил, чтобы поменьше там на видео. Массу нашел, да, сейчас мы фадосом проверим, да, ну, до записи и потом посмотрим на различия. Вот. Тут у них вылетают обычно ключи, у них там слаботочные, в таком шестиногом 123.6 корпусе там. Вот. Ладно, ребят, погнали, будет интересно. Так, ребят, короче, смотрите. У нас, вот в частности, на этом блоке, вот эти два ключа отвечают как раз за зажигание. Вот в этом углу два маленьких находятся, ну, рядом с разъемом, с краю платы. Два шестиногих таких жучка. Сейчас я вам их на микроскопе покажу. Короче, смотрите. У них получается вывод один. Сейчас буду так слегка касаясь. Вот. Вот эти вот шестиногие. Маркировка на них стоит X1. Это сборка транзисторная Darlington. Вот. Соответственно, вот они, один канал и второй канал пошли. Это первый вывод, маркировка. Ну и, соответственно, пошли там через диоды на выход блока напрямую. Обычно на этих блоках все время пробивает вот эти как бы транзисторы. Мы сейчас сначала запишем сигнатуры фадосом до, проверим, и после замены. Потому что тестерам они не звонят. Бывает, ну, накоротко звонится, а бывает, что вообще пишут, ну, что нормально все. Непонятно. Вот, как-то так. Так, ребят, включились. Ну и сейчас, так, найдем их. Вот они. Ну, берем, во-первых, по выходам. Проверим. Один. Совпадают. Ну, небольшие отличия, 5% это допустимо. Это у нас масса. Вот уже должно быть абсолютно идентично. Ну и, соответственно, по питаниям тут тоже все нормально. Ну уже, то есть как бы вот есть отличия. То есть запоминаем, вот один канал, два диода. Второй, видите, цепи диода, какое-то паразитное сопротивление. Должно быть абсолютно все одинаково на этих ключах. Вот. То есть как бы обычным тестерам вообще звонится все нормально, там никаких замыканий типа нету. Вот, сейчас мы быстренько эти ключики махнем. У меня тут запасик их есть небольшой. Так, вам не фадос, а микроскоп, да, выведу сюда. А фадос пока этот отключим. Вот. Берем наш фен, пинцет и выпаиваем эти ключи. То есть так, один паяли, второй тоже. Ну и теперь заодно будет удобно отмыть это место все от геля. Ну, от этого. Она покрыта каким-то лаком, таким тянущимся. Можно вот так теперь аккуратненько собрать.
Вот, сейчас мы еще возьмем ватную палочку и флюксов. И им почистим. Так, ватные палочки наши. Это вот третье место, это если 6-цилиндровый двигатель, такие же блоки там применялись. Но это у нас 4-цилиндровый обычный лансер. Соответственно, у нас только 2 ключика. Вот, соответственно, берем новые ключики тут из наших закромов Родины. Вот так один. И вот так второй. Все, ключики взяли. Теперь наносим немного флюса. И надо здесь позиционировать. Вот так, один ключик. И второй надо перевернуть. Так, и делаем поменьше поток воздуха. Температуру можно сделать побольше. Я вот делаю 30 поток воздуха, температуру 380. Чтобы их не поздувать, но тем не менее, чтобы хорошо они запаивались. Ну и вот, соответственно, сейчас нагреваем сразу место пайки. Ничего страшного, они сами все равно выровняются. Вот, просто чуть-чуть помочь, толкнуть пару раз. Все, ключики мы запаяли. Сейчас все подстынет, мы еще разок фадосом сравним. По идее, все должно быть абсолютно идентично между собой каналом. Ну, пока не остывает. Сейчас еще до кучи пройдемся паяльничком. Все, прошлись по ножкам. Ну и еще раз отмыть остатки флюса. Точно такие же ключи стоят в этих блоке кефика, Kia Hyundai старых вот этих годов. Именно они отвечают за катушки зажигания. Вот, все, запаяли. И теперь давайте сравним. Берем опять наш фадос и смотрим. У него все 2 канала должны быть абсолютно одинаковые. Но вот эти вот части, они и были одинаковые, также, да, звонились. Все нормально. Вот это все идеально совпадает. Это у нас и совпадало, а вот эти вот у нас как раз отличались. Видите, стало идеально. 2 канала, ну, это один и второй транзистор как раз X1. То есть, сейчас я вам попробую показать. Вот, отключу
себя, включу. Вот, смотрим. У нас получается. То есть у нас отличие не по выходу. То есть выход, что уже идут на эти, они нормальные. Это выходные цепи, пошло сюда к разъему. Вот они, на разъемы, где катушки соединяются. А у нас именно по входным. То есть это у нас... Так, прервали тут меня, ребят. Так, вот, смотрите, то есть у нас по входным цепям, вот они, контрольные точки. И вот тут у нас как раз было отличие. Сейчас теперь полностью все одинаково. И это вот типовая болячка вот этих блоков. Ну, по катушкам зажигания, когда пропадает управление, вылетают обычно вот эти вот ключи. Ну, в принципе, такой вот несложный ремонтик. Так, выключаем микроскоп. Фладос. Включаем. Так, ребят, все. Ремонт у нас выполнен успешно. Вот такой простой, несложный ремонтик. Но он довольно частый. То есть на старых машинах это часто, особенно еще бывает свечи сейчас, эти безрезисторные часто попадаются, ставят. И, соответственно, вылетает. Блок, то есть, собирается элементарно, вставляем плату. Она по-другому, то есть, смотрите, вставляем, и она ее там наискосок. То есть, смотрите, там внутри блока, как такой этот трапециальный направляющий есть. Вот он ровно заходит, и просто раз, все, блок собран. Работа выполнена. Надеюсь, кому-то информация была полезна и интересна. Не забываем, ребят, подписываться на меня в Бусти. Там тоже выкладываю полезные такие вещи по работе. Сейчас буду тоже сейчас еще буду ставить, пилить видос. Буду клонировать блок Volvo S40, блок CEM буду клонировать, но полный процесс будет на Бусти. Ладно, ребят, всем мир, всем добра, всем пока.